На Первом канале появилась новая программа «Будем жить». Она посвящена проблемам тех, кто вернулся с войны в Украине. Передача о том, как бывшим военным тяжело найти хорошую работу и влиться в мирную жизнь. Казалось бы, на государственном телевидении вдруг решили поднять по-настоящему важную тему – обсудить реальные последствия войны для российского общества. Отчасти так и есть, но только отчасти. «Будем жить» — это еще и опасная пропагандистская программа. Сегодня мы разберемся, что с ней не так. На данный момент на Первом канале вышло 2 выпуска программы «Будем жить». Героем одной из них стал 27-летний Тимур Громов из Воронежа. Он представлен как человек, который до войны руководил бизнесом, но после фронта не смог найти себя. Подскажите, в чем ваша проблема? До СВО у меня была интересная, перспективная работа, но после возвращения с СВО стало сложно найти себя, найти профессию и, в принципе, найти работу. Прежде чем оказаться в телеэфире, Громов стал героем небольшого репортажа, опубликованного в соцсетях правительства Воронежской области. До начала СВО Тимур Громов работал на руководящей должности в одной из московских фирм. Контракт с Минобороны он подписал в июне 22-го, сражался в штурмовой горно-разведывательной бригаде, получил ранение, из-за которого был вынужден покинуть армию и вернуться в Воронеж. Зрители моего канала и читатели как антивоенных, так и провоенных телеграм-каналов наверняка заметят тут подвох. Здесь не может не покоробить эта вот формулировка «был вынужден покинуть армию из-за ранения». Вообще-то прямо сейчас тысячи российских военных мечтают, чтобы их в связи с тяжелыми ранениями и увечьями уволили уже наконец со службы. Или хотя бы перевели в тыл, не заставляли воевать на передовой, на костылях. История Громова в этом смысле совершенно нетипичная. Он – заметный региональный функционер «Единой России» в Ростовской и Воронежской областях. Перед войной он не только работал в московской фирме, но и руководил отделением партии в Дубовском районе Ростовской области. Также он был помощником депутата Ростовского заксобрания. Невозможно не заподозрить, что адекватная медицинская помощь, реабилитация после ранения и, главное, возвращение домой, а не обратно на фронт, а также приглашение в эфир Первого канала – все это как-то связано с активной деятельностью Громова в структурах «Единой России». И есть подозрение, что телеканал манипулирует, когда презентует этого человека как обычного военного, умалчивая о его работе в партии власти. Создается иллюзия, будто любой солдат после тяжелого ранения может полностью восстановиться и просто закончить службу. Однако в реальной жизни российских военнослужащих, возвратившихся с фронта домой живыми и не инвалидами, ничтожно мало. В последнее время пропагандисты и вербовщики стали особенно активно врать гражданам. Будто бы с Минобороны можно подписать краткосрочный контракт и потом уйти на гражданку миллионером. Или по ранению, как Громов, или просто по истечению срока. Но в действительности срок, указанный в подписанном документе, не имеет значения. Все контракты бессрочные, продлеваются автоматически, разорвать их нельзя. И нет такого числа ранений, после которого от человека отстанут. Пока солдат держится на ногах, он обязан воевать, отрабатывать полученную выплату до последнего вздоха. Хоть глухой, хоть одноглазый. Если не единорос, конечно. Хоть с осколками по всему телу, хоть на костылях. Граждан, мобилизованных по указу Путина от 21 сентября 2022 года, тоже до сих пор с фронта никто не отпускал. Хотя боты в соцсетях внушают пользователям ощущение, что мобилизованных давно уже отпустили. Для восполнения потерь и продолжения войны армии нужно много новых солдат. Поэтому всеми способами у потенциальных новобранцев создают впечатление, будто участие в войне – это какая-то конечная история. Но это не так. Когда в студии Первого канала появляются отлично выглядящие и хорошо говорящие молодые мужчины, уволившиеся с военной службы, это часть пропаганды. Да, эти люди действительно могут говорить о своих проблемах, возникших по возвращению с войны. Но в отличие от единоросса Громова, для 99% контрактников и мобилизованных никакой приемлемой дороги назад в принципе не предусмотрено, только в гробу или с тяжелой инвалидностью. Тем не менее, посмотрим часть эфира, где рассказывается о жизненных проблемах Громова в мирной жизни. Сейчас будет целый минутный фрагмент. Сейчас работаю доставщиком. Работа, конечно, не из легких. Работа тяжелая. Ноги, спина
к концу смены просто говорят спасибо. До этого просто пробовал в Воронеже разные компании, заводы, да, где я пытался трудоустроиться. Но так по секрету через одну девочку в кадрах узнал, что мне отказывают, как оказалось, только потому, что я ветеран СВО. Я не знаю, почему для всех это такой ступор, барьер. Возможно, кто-то думает там, да, из руководства, что все ветераны СВО это вспыльчивые, нервные, какие-то злые, там, да, то есть нестабильные сотрудники. Поэтому отказывают, просто не глядя. Видят резюме и отказывают. Я поэтому по совету девочки я убрал из своего резюме, что я ветеран СВО, для того, чтобы быстрее искать работу. И вот сейчас я как раз нашел себе работу доставщиком, быстро смог уже принимать заказы, отвозить их и зарабатывать деньги. Самое главное из этих преимуществ мой свободный график, с которым я могу спокойно совмещать свою общественную деятельность и могу также спокойно кормить свою семью. Здесь, мне кажется, прозвучала правда. Пропагандистская передача ведь должна содержать в себе не только одну ложь, иначе она не достигнет своих целей. Мы уже давно говорили, вернувшиеся с войны станут в России жертвами социальной депривации. Возникнут негласные правила. Участников так называемой СВО на работу не брать, квартиры им не сдавать. Поэтому в рассказ Громова, вынужденного скрыть военное прошлое, чтобы устроиться курьером, легко поверить. Хотя стоит заметить, что в России у доставщиков далеко не самые низкие заработки, а свободный график позволяет Громову регулярно совершать поездки, выступать перед людьми в качестве ветерана, проводить уроки мужества в школах и вузах. О чем он много пишет на своей странице в ВК. Вот еще один из постов. Студенты Воронежского художественного училища пишут с Громова портреты. Здесь прорвемся на анонс встреч моих зрителей. Посмотрите, пожалуйста, и продолжим. В чатах и в комментариях мне довольно часто пишут: было бы здорово встретиться с другими зрителями канала, пообщаться, поговорить вживую. И вот мы решили запустить такой проект. Оффлайн встречи зрителей и сторонников канала по всему миру в последнюю субботу каждого месяца. Первая встреча уже завтра. В 3 часа дня большинство встреч будут проходить. Идея в том, что подписчики сами могут организовать встречи в своих городах, а я буду рассказывать о них на канале, ну и другие смогут к ним присоединяться. Мы сделали для этого сайт, ссылка в описании к ролику. Там уже можно посмотреть, какие встречи запланированы на завтра. Сейчас это, например, Берлин, Париж, Вена, Порту, Чикаго, Варшава, Тбилиси, Валенсия и еще другие города. Чтобы попасть на встречу, достаточно зарегистрироваться через простую форму на сайте, и после регистрации вас добавят в чат встречи в Телеграме. Или можно просто приходить. Если вы хотите организовать встречу у себя в городе, тоже заходите на сайт и оставляйте заявку. С вами свяжется координатор, немного пообщается, и мы опубликуем вашу встречу. Можете на эту субботу, можете на через месяц. Формат встречи может быть любой. Можно просто собраться в кафе, парке, баре, где удобно. Хотите просто познакомиться и пообщаться, хотите придумать какую-то активность, пробежку, экскурсию, да хоть шахматный турнир. Только инклюзивные постарайтесь активности, чтобы все могли участвовать. Это все полностью на ваше усмотрение. Мы, к сожалению, не можем сейчас предложить проводить такие встречи в России, а также в Беларуси и в Украине. Но ведь для тех, кто в эмиграции, они тоже важны. Часто бывает, что уехал, а привычный круг общения остался где-то далеко. А на такой встрече можно снова почувствовать себя среди своих, банально поговорить с людьми, с которыми те же интересы. И мы рады предоставить такую возможность. Заходите на сайт, регистрируйтесь, приходите на встречи, ну или организуйте свои. Ссылка в описании к ролику. Надеюсь, вы придете на встречи, ну а мы вернемся к ролику. Формально эфир был в этой программе Первого канала заявлен как посвященный проблемам человека, вернувшегося с войны. Однако там очень хитро расставлены своего рода агитационные капканы, призванные побудить телезрителя пойти на войну, а не отказаться от этой идеи. Первый же капкан – это часть передачи, где обсуждается ранение Тимура. Проговаривается, что вокруг него на фронте были настоящие профессионалы, в совершенстве владеющие тактической медициной. Они моментально остановили кровотечение из перебитой сонной артерии, спасли товарищу жизнь. Потом произошла молниеносная эвакуация раненого с поля боя. Специально уточняется, что был соблюден так называемый «золотой час». А в чистом и светлом госпитале Громова прооперировали мастера хирургии. Разумеется, Громов получил выплату за ранение,
На этом в передаче сделан акцент. Он полностью выздоровел, не стал инвалидом, что опять же подчеркивается, и чудесным образом вернулся не на передовую, а домой, в хорошо обставленную квартиру и к любящей воцерковленной семье. Для подавляющего большинства российских военных картина не столь радужная. Мы недавно делали выпуск на эту тему. Лишь 24% раненых оказываются в госпитале в день получения ранения. Не через час, а хотя бы в течение суток. У многих путь до госпиталя занимает недели. Рассказы о раненых, которые заживо гниют в окопах и блиндажах, регулярно всплывают в Z-телеграме. Как в анонимных каналах, так и у известных военблогеров. При этом попадание в госпиталь еще не гарантирует адекватного лечения. Тот же самый Z-телеграм завален видеообращениями от солдат и их родственников. Люди с осколками в теле, перебитыми нервами, нарушенным зрением и слухом не дожидаются операций. Их прямо из госпиталя в таком виде шлют обратно воевать. Добиться же положенных выплат за ранение задача нетривиальная. А в случае начисления этих денег командир может намекнуть бойцу, что неплохо бы передать средства на нужды роты. Иначе ожидаемая продолжительность жизни бойца сократится радикально, о чем Первый канал никогда не расскажет. Напомню, речь мы ведем о программе, посвященной проблемам участников войны. В том-то и состоит пропагандистское искусство. Тщательно отобрать главного героя, чтобы в конечном итоге все равно получилась реклама контракта. Зритель должен увидеть человека, которого отпустили домой, которому денег выдали и так хорошо вылечили, что он теперь может бегать по городу с тяжелой сумкой доставщика за спиной. А между сменами заниматься всевозможной общественной работой. Проблема только, что у Тимура есть амбиции. Ему хочется гораздо большего, но мешает травматичный и военный опыт. И да, это реальная проблема. Поднимать ее действительно необходимо. Но пока идет война, у подавляющего большинства солдат мало шансов столкнуться именно с такой проблемой. Пока они обречены или погибнуть, или пропасть без вести, или вернуться в таком состоянии, когда не до амбиций вовсе. Главный вопрос будет, как выйти из квартиры и спуститься по лестнице. Даже та реальная проблема с трудоустройством, с которой столкнулся Громов, отработана в эфире так, чтобы оставить у зрителя нужные эмоции. Во-первых, заявлено, что участника войны не брали на работу из-за исключительных перегибов на местах и вредительских происков пятой колонны. Да, прям так и сказано. В одном месте отказали, во втором, в третьем. Мы сидим здесь как бы из вся наивность изображаем. То, что в стране есть пятая колонна, мне кажется, ни для кого не секрет. Воронежская область, каждый день там прилеты беспилотников. Это практически прифронтовой регион. Но если там есть люди, которые плюют на слова президента, значит, надо с ними разбираться соответствующим образом. А мы сидим, говорим, ой, слушайте, странно, действительно, чего же они его не берут? Во-вторых, прямо по ходу телеэфира главного героя просто с головой окунули в океан внимания, уважения и участия. Выстроилась целая очередь из желающих помочь участнику войны как с работой, так и с творческой реализацией. Завершилась вся эта история хэппи-эндом. Громову сообщают о возможности получить солидный грант на издание собственной книги и предлагают высокооплачиваемую работу на руководящей должности. Если вы готовы работать вместе с нами плечом к плечу, то мы будем очень рады. Ну что, получается, до встречи. Да? Спасибо. Рада знакомству. Взаимно. Спасибо, ребят. Спасибо вам. До встречи. До встречи. Сейчас? Да. Мне кажется, у тебя слезы просто капают на глаза. Это очень круто. Слов нет, все, просто одни эмоции. Все, давай пиццу. Схожим образом выстроен и другой выпуск программы «Будем жить». Ее герой – 25-летний лейтенант ВДВ Владислав Калугин. Молодцеватый офицер в безупречно выглядящем армейском кителе и образцовый семьянин. Тоже смог вернуться домой по ранению. По всей видимости, ему помогла медийность. О нем, как о герое, рассказали российская газета и Russia Today. Официально признанного героя, да еще и с офицерскими погонами, слать в штурм на костылях все же не решились. По возвращении домой Калугин столкнулся со множеством проблем, о чем честно сообщает Первый канал. Но честность эта дозированная, не более чем драматургический прием. Перед ярким счастливым концом герой же должен пройти через испытания какие-то. Но в конце отставного офицера окружают заботой и вниманием.
И вот он уже получает престижную специальность 3D-дизайнера и отличное рабочее место. А зритель остается под впечатлением, что контракт с Минобороны – это не путевка в один конец, а социальный лифт. Конечно, лифт этот может где-то подзастрять из-за происков внутренних врагов. Но власти, мол, обязательно придут на помощь. И работу подыщут, и грант дадут, и 100 раз при этом напомнят, что ты ведь новая элита. Российская армия уже не первый год находится в ползучем наступлении, которое осуществляет самым варварским из доступных способов. Медленно сдвигает линию фронта с помощью непрерывных атак пехотой. Конца края этому не видно, потому что у этой войны нет цели. Есть политическая задача – продолжать саму войну, для чего нужно очень много той самой пехоты. Армейское руководство эксплуатирует солдат до последнего, невзирая ни на ранения, ни на достижение предельного возраста, ни на семейные обстоятельства. В нарушении закона на фронте удерживают мужчин, которые из-за смерти супруги стали отцами-одиночками. Еще стал известен очередной случай удержания в армии мобилизованного, который так-то выиграл местные выборы и давно уже должен осуществлять свои полномочия. И армия, и гражданские власти постоянно находятся в поиске приемов и способов по-хитрому заманить в армию новых российских мужчин, не прибегая к новому раунду насильственной мобилизации, которая политически опасна. Тупое насилие тоже используется, но ограничено. Таким образом, к подписанию контрактов принуждают солдат-срочников и иногда осужденных. Главный же инструмент системы сейчас – манипуляции и обман. Все мы помним недавнюю рекрутинговую кампанию. Дескать, вот уже завтра война закончится, поспеши записаться в армию. Выплату, мол, получишь, а повоевать даже не успеешь. Тогда в соцсетях распространялись стрёмные агитки с Дональдом Трампом. Телеканалы, газеты и местные власти через соцсети раздували ажиотаж вокруг уникальной возможности, которая вот-вот исчезнет. И действительно, был прирост числа добровольцев. Многие из них уже лежат на российских кладбищах. Еще больше в украинских лесопосадках. Ситуация, когда между подписью на контракте и безвестной пропажей проходит от силы 2 недели, не исключительна. Вот еще один пример манипуляции и лжи. Агитка рассказывает, будто бы при подписании контракта можно самому выбрать себе специальность. Стать, например, связистом, которому вроде как ни в какой штурм идти не надо. Однако целевой набор на конкретные должности – такой же миф, как и краткосрочные контракты. О нем будут твердить вплоть до того момента, пока ты не поставишь подпись. А потом все равно направят в штурмовую пехоту, где бессмысленно будет ссылаться на агитки из ВКонтакте и устные заверения военкома. Никакой юридической силы у них нет. Сегодня же мы разобрали совсем дьявольский прием вербовки россиян на войну. Запущена телепередача вроде как с критическим взглядом на положение дел с военными. Но и герои подобраны, и вся риторика выстроена так, чтобы получилась агитация, а зритель при этом не чувствовал, что его агитируют. Если среди ваших знакомых есть зрители Первого канала, поговорите с ними, чтобы они даже не думали как-то ассоциировать себя с людьми из телевизора. Всякий, кто подписывает контракт с Минобороны, если не имеет специальных связей или не вытянул какой-то особо счастливый билет, не состоит на высокой позиции в «Единой России», на месте героев телепрограмм не окажется. Потому что, в отличие от них, не вернется домой. А если и вернется, то не в том состоянии, чтобы его приглашали на телевидении. Существует замкнутый круг. Пока путинской системе удается бросать россиян в топку войны, она будет продолжать воевать. А пока воюет, будет бросать россиян в топку. Пока что нет возможности добиться возвращения тех наших сограждан, кто уже оказался в армии. Лишний раз напомню, сотни тысяч оказались в ней не по своей воле, или были обмануты, и лишь немногие знали, куда шли. Вернуть людей оттуда сегодня почти невозможно, но в наших с вами силах говорить с россиянами, с друзьями и соседями, чтобы в армию не шли новые люди. Это надо делать. Так у Путина будет меньше возможностей продолжать бесконечную и бессмысленную войну. И больше людей останутся живы и здоровы. До завтра.